Всем доброго времени суток, меня зовут Надя и добро пожаловать на мой канал о рукоделии. В сегодняшнем видео мы с вами будем вязать волосы для кукол. Вот такие вот макарошки, локоны. Здесь вот такой вот вариант. Таким вот образом выглядит все внутри. И значит здесь у меня показано два варианта пришивания волос прям к самой голове, то есть у нас волосы распущенные и вот такие вот длинные. И здесь точно такие же. Только здесь у меня на лицевую сторону пришиты. И есть еще вот такой вот вариант, сделать вот такой вот хвост. То есть у меня вот здесь вот волосы связаны немножечко по-другому, а здесь вот будем вязать точно так же, как вот в этом примере. И пришивать я буду их вот к этой кукле. То есть у меня заранее заготовлена макушка, то есть я связала ее уже тем цветом, которым у меня будут волосы. Значит, давайте мы с вами начнем вязать волосы. Нам нужно будет связать ленточку и с определенным количеством локонов. Количество локонов у нас будет зависеть от количество столбиков, которые мы вяжем по центру. У меня здесь 8 столбиков, поэтому во втором ряду у меня 16, а в четвертом 32. Поэтому мне нужно будет связать первую ленточку из 32 локонов и вторую ленточку из 16 локонов. То есть, если у вас, например, там другое количество, то, соответственно, ориентируйтесь по второму и четвертому ряду. И давайте мы с вами приступим к вязанию волос. Вязать мы будем начинать с воздушной цепочки. И, как я уже сказала, начинать будем с воздушной цепочки. Для этого я буду набирать цепочку из 50 воздушных петелек, потому что это будет самый оптимальный вариант. И вообще я предлагаю вам вязать волосы, цепочку из воздушных петель набирать больше 35 петелек. Потому что 35 петель это уж совсем короткие волосы, будут примерно длину каре на любую, в принципе, куклу. Первая воздушная петля, вторая, третья. И когда мы свяжем с вами 50 воздушных петелек, мы с вами посмотрим, насколько длинными будут волосы. Четвертая и так далее до 50 воздушных петель. Итак, вот я, значит, связала цепочку из 50 воздушных петелек. И сейчас мы ее просто прикладываем к голове, примерно к четвертому ряду, и смотрим, докуда у нас будет цепочка. Вот приложила и растянула, то есть у меня будет практически до ноги, но на самом деле локон будет немного короче. То есть если вы хотите такую длину волос, то вам цепочку нужно будет набрать примерно на 1,5 или 2 сантиметра больше. Итак, значит, дальше мы будем обвязывать нашу воздушную цепочку столбиками, соединительными столбиками. Начиная со второй воздушной петли, заводим крючок во вторую воздушную петлю и провязываем соединительный столбик. Петельки хорошенько подтягиваем. Первый, дальше в следующую петельку вяжем второй, затем третий, и так далее до конца воздушной цепочки, то есть до самой последней петли. Так как набирали 50 воздушных петель, то мне нужно будет провязать 49 соединительных столбиков. Давайте довяжем самостоятельно и дальше я вам покажу, что мы будем с вами делать. Итак, вот я, значит, провязала до конца соединительные столбики. И сейчас мы еще раз приложим к нашей голове куклы и посмотрим, насколько же у нас будут длинные волосы. Опять также прикладываю к четвертому ряду и подтягиваю. То есть вот у меня уже локон, если его выпрямить, то он будет не совсем вот до ноги, а примерно до колена, но он еще немножко, они все будут такие неровные, как, например, вот здесь вот заметно, что они все такие закручиваются, поэтому локон еще немножечко сократится. И давайте, значит, свяжем второй локон. Сейчас провязываем сразу от последнего соединительного столбика 50 воздушных петелек. Первая, вторая
и так далее. И вот я, значит, довязала 50 воздушных петелек. И сейчас мы опять же посмотрим, насколько же они у нас отличаются, эти локоны по длине. Ну, вот такие, где-то примерно 1,5-2 сантиметра. Значит, теперь мы обвязываем вторую воздушную цепочку, точно так же, как и первую, соединительными столбиками. Начиная со второй воздушной петли. Заводим крючок во вторую воздушную петлю и провязываем соединительный столбик. Далее во вторую, вернее уже получается в третью воздушную петлю заводим от начала вязания. Провязываем соединительный столбик и так далее до последней петельки. Давайте провяжем самостоятельно. Вот, значит, я связала 2 локона. Вот таким вот образом выглядит у нас место, где соединяются 2 локона. И сейчас мне нужно будет провязать еще таких 16 локонов, а вы уже смотрите по тому, сколько у вас, какое у вас количество столбиков без накида по кругу. У меня здесь, как я уже говорила, начало вязания, ну у кого-то может быть здесь конец, но в принципе здесь разницы никакой нет. Начало это или не конец, главное, чтобы знать, какое у вас количество столбиков во втором и в четвертом ряду. Итак, давайте свяжем самостоятельно целую ленточку локонов, и дальше я вам покажу, как пришить такие волосы к голове куклы. Итак, вот я, значит, довязала ленточку с волосами. Здесь я оставила длинный конец для пришивания, а вот на 32 локонах я забыла оставить кончик, поэтому мне придется вдеть в иголочку другую нить. То есть они вот таким вот образом закручиваются сами по себе волосы. Здесь 16 локонов, здесь 32. У меня они скручены. И сначала я буду пришивать именно большое количество волос, так как пришивать я их все-таки буду на изнаночную сторону, потому что мне так понравилось больше. Если же вам нравится, когда у вас волосы все ровненько, то лучше лицевой стороной наружу, а если чтобы они были немножечко с объемом, то изнаночной стороной наружу. Прикладываю локоны таким образом, чтобы они у меня были, как бы шли из центра. То есть вот. Ищу, значит, заднюю часть головы. Вот у меня шовчик. Здесь. У меня здесь кончик короткий, поэтому не получится у меня здесь присоединиться. И получается лицевой стороной наверх, но потом мы их волосы вывернем, и у нас будет изнаночная сторона сверху. Здесь, значит, делаю закрепляющую петлю в голове. Так, и, значит, прикладываю край волос и начинаю потихонечку пришивать. Так как у меня ниточка сейчас находится в голове, поэтому я подцепляю локон волос, подцепляясь за соединительный столбик. Можно за 2 ниточки подцепить. И прошиваю стежок. Дальше завожу следующее отверстие, которое у меня находится в голове. Далее снова завожу иголочку под следующий соединительный столбик уже другого локона и прошиваю стежок. Следующий стежок у меня будет в голову. Завожу в то же отверстие, где
последний раз у меня выходила иголочка, а вывожу через соседнее. Сейчас подцепляю следующий локон, вот этот, третий. И прошиваю стежок. Дальше снова завожу иголочку в отверстие в голове. Когда у вас макушка связана тем цветом, которым у вас волосы, вам будет легче ориентироваться при сшивании волос и головы. Дальше, значит, завожу в следующие петельки уже следующего локона. Прошиваю стежок. Снова завожу в отверстие в голове. У нас получается на каждый локон по одному столбику без накида по кругу головы. В локон завожу также. Дальше снова в отверстие в голове. Снова в локон. Лучше сначала пришивать нижний ряд, а потом уже верхний. Пододвину немножечко волосы, чтобы мне было удобно пришивать. Дальше снова завожу в отверстие в голове. Затем снова в следующий локон, в последний соединительный столбик. И так далее до конца. Пришиваем волосы вот таким вот образом. И давайте мы сделаем это самостоятельно, и потом я вам покажу, что же у нас получится в конце этого ряда. Так, сейчас посмотрим, как все это выглядит. А здесь я еще один конец не убрала. Это тот, которым я начинала вязать. То есть получается у меня здесь не 3 кончика, а 4. Тоже уведу внутрь головы прям крючком. И обрежу конец. Так, все. Значит, вот таким вот образом выглядит первый ряд волос. То есть они немножечко такие высоковатые волосы, приподнялись вверх за счет того, что мы пришили их изнаночной стороной наружу. И сейчас нам нужно будет пришить второй ряд, верхний. То есть волосы вот они немножечко такие и не длинные, и не короткие. Вот этот второй ряд будем пришивать точно так же, как и этот, тоже так же наружу. Сейчас мне нужно вдеть ниточку в иголочку и начать пришивать волосы. Итак, здесь в самом конце завязываем узелок. И можно сразу перевязать вот эти 2 кончика ниточки. Это у нас, значит, получается начало и конец вязания. Допришивали мы оба ряда волос. Сейчас разровняем верхний ряд и нижний. И, в принципе, готово. Осталась только отделка. Там пришить глазки, нарумянить щечки. И куколка готова. Можно волосы на челке, например, сделать немножко короче. Или наоборот, здесь оставить так, а сзади сделать длиннее. И осталось только связать шапочку. И куколка готова. Так, здесь попал один локон сюда. То есть главное, что все нужно разровнять. И, в принципе, в серединке все выглядит аккуратно. И цвет совпадает с цветом волос. Мне такой вариант больше нравится, чем вот как вот здесь вот у меня переплетение такое сделано. Такой вариант мне не понравился.
Здесь у меня сделано точно так же, как и вот в этом варианте, который только что с вами делали. Эту пуколку я вообще вязала по мастер-классу одной из зарубежных мастериц. Ну и это, наверное, все мои куклы, которые я связала за последние 2 недели. Одну из них я вязала 4 дня. И я думаю, что, наверное, мы на этом с вами закончим. Всем огромное спасибо за просмотр. До новых встреч. Пока-пока.